Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас на канале «Делаем вместе своими руками». С вами, как всегда, Андрей и Наталья. Сегодня мы будем шить чехол из лоскутков для нашей сумки. Чехол будет с металлическими люверсами, со шнурком и кожаными концевиками. По большому счету, такой чехол в готовом виде представляет из себя сумку без ручек или рюкзак, но без лямок. Если вы не смотрели наше предыдущее видео о том, как сделать летнюю сумку из простых материалов, ссылка на него будет под этим видео. Чехол нашей сумки будет состоять из двух деталей – стенок и донышка. Вначале мы снимаем размеры нашей сумки и переносим их на флизелин. Нам нужно измерить неоплетенную часть фанерного дна. Этот размер плюс еще полсантиметра припуск на шов и будет размером нужной нам заготовки дна. Со стенками чехла все немного сложнее из-за того, что сумка расширяется кверху. Разница в длине между верхом и низом чехла у нас составляет 10 см. Высота от донышка до загибки у нас 14 см. Поэтому мы берем самое большое значение длины, то есть длину всей загибки плюс припуск на шов. Наши лоскутки мы будем раскладывать на флизелин для ткани, поэтому мы вырезаем кусочки флизелина в размер чехла. Отдельно вырезаем овал, это основа для дна сумки. Для стенок чехла мы вырезаем полосу флизелина высотой 26 см. Таким образом чехол получается почти на 12 см выше самой сумки. Этой высоты будет достаточно для того, чтобы закрыть сумку. Теперь я нарежу лоскутки квадратной и прямоугольной формы и разложу их на флизелиновую заготовку дна. Не буду экспериментировать с цветами, но хочу, чтобы некоторые лоскутки смотрелись как заплатки и была видна фактура ткани. Поэтому постараюсь чередовать лоскутки по цвету и фактуре. При таком способе нарезки ткани проще соблюдать геометрию небольших лоскутков, и материал меньше будет сыпаться. Мятую ткань я предварительно проглаживаю утюгом, чтобы ее удобнее было распускать на лоскутки и выкладывать лоскутки на флизелиновую основу. Вот такая нарезка у нас получилась. В этих тонах мы и будем собирать лоскутное полотно. Теперь мы разложим кусочки ткани на флизелин и зафиксируем их утюгом. После того, как мы прогладили дно утюгом, пришиваем лоскутки с помощью швейной машинки. Используем для этого лапку свободного хода стежки. Кстати говоря, я купил эту лапку на AliExpress, а в магазине для рукоделия я покупал точно такую же лапку в 12 раз дороже. А еще где-то за 100 рублей на AliExpress я купил набор из 3 лапок для пэтчворка. Если интересно, посмотрите ссылку на эти товары, которую я оставлю под видео. Мы прихватили лоскутки на машинке и теперь обрежем лишние по краям. Вот такая заготовка получилась. Теперь мы выкраиваем ткань для изнанки дна и сделаем разметку, по которой простегаем заготовку дна. Сделали разметку, соединяем две детали и прошиваем их на машинке. Вот такое дно у нас получилось. Переходим к стенкам чехла. На стенке лоскутки раскладываем по тому же принципу, с той лишь разницей, что тут у нас будет нижняя и верхняя часть полотна. Нижняя часть полотна будет внутри сумки, ее не будет видно, а верхняя часть будет снаружи. И она должна по рисунку сочетаться с люверсами и шнурком. Разложим лоскутки, и нам останется только зафиксировать их на флизелиновой основе с помощью утюга. А потом мы точно так же зафиксируем их на машинке. Прошили лоскутное полотно и теперь выкраиваем для него изнаночную часть. Мы выбрали вот такую симпатичную ткань с розочками. Вырезали кусочек нужного размера и теперь разметим его специальной ручкой, чтобы простегать под углом 45 градусов. Сделали разметку и теперь крепим ткани между собой булавками. Закрепили и простегаем на машинке. Чтобы материал ровно лег и не давал морщин, начинаем шить середину лоскута. Простегали стенки, пришиваем к верхней части косую бейку. Поскольку ширина сумки у нас увеличивается по мере увеличения ее высоты, нам нужно подогнать форму чехла под форму сумки. Высота сумки 14 см. Соответственно, в пределах 14 см, то есть на той части
чехла, которая будет внутри сумки, мы и будем проводить все наши манипуляции. Вначале мы вымеряем уголки, которые будем отрезать, и наметываем их контрастными стежками в местах, где планируем прошивать. Потом наживуливаем контрастными нитками дно. После того, как собрали весь чехол на временные швы, аккуратно отрезаем оба уголка и прошиваем все швы на машинке. Прошили все швы и отделываем их косой бейкой. Обработали швы косой бейкой и выворачиваем чехол наружу. Вначале я хотел просто подогнуть краешек чехла и сделать кулиску. Но потом я получил набор с люверсами, которые я давно заказывал. Поэтому я решил сделать разметку и установить вот такие люверсы и пропустить сквозь них шнурок. Все очень просто. Делаем разметку ручкой, пиши, стирай. 2 см отступаем от края и 5 см между отверстиями. Подставляем пластиковый пятачок под пробойник 5 мм. И делаем один удар молотком. Все, отверстие готово. Достаем люверсы и кольцо для фиксации с обратной стороны, а также простейшее приспособление для установки, состоящее из 2 частей и пластикового держателя. Вставляем матрицу и наковальню в держатель. Потом вставляем люверс и устанавливаем кольцо с обратной стороны. Устанавливаем устройство для установки люверс и делаем 3-4 несильных удара молотком. Вот, все готово. Аккуратно и практично. И теперь продеваем в них шнурок. Нам осталось поставить концевики. Можно использовать готовые концевики, но я решил сшить из кожи свой вариант. Он мне больше нравится. Вот такой вариант концевика я сделал из кожи. По-моему, неплохо. Делается он очень просто. Рисуем на кусочке кожи эскиз и вырезаем его ножницами. Край заготовки обрабатываем наждачной бумагой. А потом пробиваем 4 отверстия обыкновенным шилом. Беру 2 обыкновенные иголки с большими ушками, вставляю в них вощеную нить и прошиваю 2 иголками. 2 иголками шить, кстати говоря, намного удобнее. В ближайшее время мы сделаем отдельное видео, в котором расскажем более подробно о том, как шить концевики и обшить ручки кожей. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь на нашем канале. Затягиваю узелок, обрезаю и подпаливаю кончики зажигалкой. Вот такой вариант концевика я сделал из кожи. Делаем узелок побольше, завязываем. Получается такой концевик. Мы вставили чехол в сумку и крепим его изнутри теми же винтами, которыми мы крепили ручки. И еще добавляем 2 точно таких же винта с торцов для крепления чехла по бокам. На этом наша работа подошла к концу. Если вам понравились наши идеи, подписывайтесь. А на этом на сегодня все. Всего вам доброго. До свидания.